Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы будете наблюдать за обзором аппарата под названием Vivo X80. X80 Pro уже был на канале, этот слегка проще, этот на МТК, на нашей любимой Dimensity 9000. То есть супер современный процессор, но бренда, который я не особо люблю. Здесь все круто с оптикой, разумеется, все круто с внутрянкой. Внешний вид как X80 Pro. Снимает он может быть чуть-чуть хуже, но вы сами можете посмотреть спеки. И, разумеется, здесь нет каких-то флагманских черт. Об этом вы узнаете в обзоре. Смотрим. И, разумеется, вход пишется на этот смартфон в 4К 60 FPS. Сегодня мы будем с вами обозревать довольно интересный смартфон. Называется он Vivo X80. X80 Pro я купил, о нем рассказал. В левом верхнем углу можете посмотреть на него обзор. Он эпичен. Смартфон, не обзор. Здесь подача примерно такая же. Я вам спойлерну, особо сильно он не отличается. Ох, химия как запахла. Но у него более лояльный ценник, что естественно. Распаковываю это дело. Как всегда. Optostab. В отличие от Xiaomi S12 Ultra, на который обзор уже, скорее всего, на канале вместе со стримами прожарки, посмотрите обязательно. Здесь у нас тоже есть звук тряски, но он меньше. Там вообще как будто, я не знаю, все болтается. Супер-супер-мега стаб. Чехол довольно простенький. Камеру прячет. По телефону. Type-C-шник, к сожалению, не по центру. Инфракрасный порт отсутствует. Хотя очень... Нет, инфракрасный порт как раз есть, мини-джека нет. Разумеется, зарядка на 80 Вт. Да, вот такие странные люди из концерна BBK выпускают IQO 10 Pro на 200-ваттной зарядке. А это дело почему-то на 80. Хотя бы 120 бы запихали туда, да? Когда Neo 3 у нас идет с зарядкой модификации по 150 Вт. Но им виднее. Разумеется, здесь кабель для зарядки. Его не теряем, если приобретаем подобный смартфон, чтобы не терять супер быструю зарядку 80 Вт. Потом устанете искать оригиналы. Слот прорезинен, две физические симки запихать можно. Здесь довольно неплохая леофобка. К сожалению, по центру у нас фронталка, а не сбоку какого-то. И выглядит все довольно достойно. Давайте взвешивать, измерять. Напоминаю, что на канале есть телеграм-канал взаимопомощи, там 15 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, 209 граммов. Там у нас больше 62, по-моему, уже 63 тысячи человек. Подписывайтесь, в комментах пишите к ролику, что бы вы хотели еще увидеть на обзор. Высота 165 мм, ширина 75, толщина с блоком камер 10,2 мм, но напоминаю, что здесь есть у нас еще защитная пленка. Вот так вы будете выглядеть со смартфоном. Довольно странная вот эта позиция. Ну, вот так. Мне всегда все у концерна BBK нравится. Исключая, наверное, ценник в Российской Федерации, потому что у нас у официалов стоит все каких-то баснословных денег. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, сейчас разыгрывается еще 2 смарта. Так что смотрим описание. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и, разумеется, на Twitch. Жду всех там. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести данный девайс можно в черной и голубой расцветке. Внешний X80 выглядит так же, как и X80 Pro. Футуристично. Тыльная часть выполнена из стекла с покрытием Soft Touch, а рамка алюминиевая. Корпус не марки, отпечатки пальцев не видны, что хорошо. Но по большей части смартфон лучше носить в чехле. В руке без чехла, как и с чехлом, смартфон лежит удобно. Одной рукой пользоваться смартфоном можно, но не во всех случаях. Без чехла он довольно скользкий. Все углы отлично сглажены, сборка великолепная, как и материалы. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, а версии Pro у нас USB Type-C версии 3.2, напоминаю. Помимо перечисленного мы имеем 2 микрофона, динамики основной и разговорный, который также выступает в роли основного. Звучание здесь стерео с сертификацией Hi-Res Audio. Качество звука, разумеется, хорошее. В настройках есть раздел с настройками звука. К примеру, можно включить звук высокого разрешения, и не только
только. Но кастомного эквалайзера в стоке нет. Мини-джек отсутствует, а VTK-порт завезли. Далее, защита от пыли и влаги класса IP53. Топить его как X80 Pro, разумеется, я не буду. Не подразумевает IP53 то, что вы его в воду окунать станете. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED E5 дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек. Full HD+. Экран с закругленными краями, полуводопад. Я такой не люблю для игр, но что есть, то есть. 10 бит на цвет, HDR10+ на борту. Плотность пикселей 388 ppi, почти идеально, но я надеялся на большее. Пиковая яркость 1000 нит, во всяком случае на официальном сайте указано 1000 нит. Напоминаю, что у Nothing Phone оказалось не 1200, а намного меньше. В новостном телеграм-канале у меня можете посмотреть и посочувствовать тем, кто этот смарт купил. Обзор тоже был на канале, по ссылке в правом верхнем углу, можете поглядеть его. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает и вглядываться в экран не приходится. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор есть еще 60 Гц и автогерцовка. В настройках также можно назначить, в каких именно приложениях будет работать высокая частота обновления экрана, а в каких нет. Тач на 240 Гц и результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать, как всегда, на экране. DC-диминг в наличии, шим на 100% яркости 11, на 50 11, на минимальной 50, на нуле 15. Показатели шима не особо радуют, но лично у меня за время использования глаза от экрана не уставали, и в целом дискомфорта я никакого не ощущал. Советую использовать DC-диминг, так как он предназначен для снижения мерцания при низкой яркости, особенно тем, кто по ночам смартфонами пользуется. Автояркость работает прекрасно, быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок, Always On дисплей в наличии и, разумеется, полноценный. Не то, что у некоторых Xiaomi. Далее мультитач на 10 пальцев на борту. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и, разумеется, при помощи распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположили довольно низко, но мы к этому делу уже привыкли в других китайских смартах. Давно это уже делают, уже год почти. Работает он быстро и хорошо, промахов я не обнаружил, и зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Далее, интерфейс доступен на русском языке, шрифт неплохой. Бывало и хуже в iQOO 9 Pro, как вы помните. К слову, скоро у меня iQOO 10 Pro будет на руках, о нем тоже расскажу. В целом, экран хороший, цветопередача насыщенная и четкости достаточно. Также в настройках, разумеется, можно настроить под свое предпочтение практически все. Из полезного имеется защита глаз, режим цвета экрана, визуальные улучшения и так далее. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9000 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 3,5 ГГц, плюс еще чип Vivo V1. И я этому не рад. Потом поймете почему. Графический процессор Mali G71 MC10, интерфейс Origin OS 12 на базе Android 12, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Разумеется, виртуальное расширение ОЗУ есть. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что не особо для нас актуально. Для 4G есть 7 бенд, связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, датчик приближения и микрофон не подводили. Запись разговора на борту и без уведомления о начале записи. Вибромоторчик линейный по оси X, хороший, настроить силу вибрации можно, как и тактильный отклик. Bluetooth последней версии 5.3. NFC, разумеется, поддерживается, и на данный момент, напоминаю, устанавливаем на Android MirPay и платим бесконтактной оплатой где угодно и когда угодно. Из навигации на борту GPS GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, Navic. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что стандартно. Емкость аккумулятора 4500 мАч. PC-Mark у меня устройство отказывается проходить, несколько раз пытался. Смартфон поддерживает Flash Charge на 80 Вт, беспроводной зарядки нет, это вам не флагман. Заряжается он с 0 до 50% за 12 минут, от 0 до сотки за 46 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости экрана улетает 16% заряда. За час игры в Genshin Impact улетает 19% на максимальных настройках графики и 100% яркости. Смартфон не сбрасывал яркости, нагрев был незначительный. Играть комфортно, картинка плавная, без рывков. Но вот единственное, тест на одновременный стриминг и игру он у меня завалил. На Твиче можете посмотреть, о чем я говорю. Нет там стабильности, нету, вылетает он, если одновременно стримить и играть. С другими играми, к примеру, World of Tanks, PUBG, Standoff 2 и далее, устройство справляется отлично, что и стоило ожидать. Кстати, напомню, он перегрелся у меня при стриминге с Твича аж до 60
65 градусов процессор грелся. И поэтому Twitch вылетел, хотя игра нет, во время стрима, на 40-й минуте. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит нерадужно. 221 гипс минимально, максимально 432 гипса и в среднем 267 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1272, в мультикоре 4269, 3D Mark показал Wildlife 7214, Wildlife Extreme 2387, Wildlife Stress Test 8887, Wildlife Extreme Stress Test 2438, Slingshot Extreme и Slingshot, разумеется, на максимум. Вантуту выдал результат почти 1 986 000 попугаев. Storage тест показал хорошие 62 тысячи. 45-минутный стресс-тест прошел, и это хорошо. Результаты вы можете наблюдать на экране. Не супер, но неплохо. Результаты теста искусственного интеллекта 1 445 000. Напоминаю, что Xiaomi 12S Ultra выбивает 3 миллиона. Обзор, кстати, тоже на него на канале. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и LED-вспышки. Система визуализации разработана совместно с Vivo Zeiss. Покрытие Zeiss T для уменьшения ореолы и рассеянного света. Основной широкий сенсор Sony IMX866 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и лазерной автофокусировкой. Ультраширик Sony IMX663 на 12 мегапикселей и телефото Sony IMX663 на 12 мегапикселей с двухкратным оптическим зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. У прошечки было 8К. Стандартная стабилизация работает в 4К 60 FPS. Все остальные разновидности стабилизации, которые можно включить в стоковой камере, работают только в 1080p 60 FPS и 30. Замедленная съемка максимум может снимать 1080p 240 FPS. В стоке очень много различных режимов для видео и фотосъемки, над которой смартфон работал совместно с Zeiss. К примеру, режим микрофильм, различные стили для фотосъемки, Pro режим, ночная съемка, различные стили Bokeh Zeiss и так далее. Но их меньше, чем в версии X80 Pro. Также для фото можно включить, естественно, цвет Zeiss. Фронтальный модуль на 32 мегапикселя, находится он по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Основная камера с фото и видеосъемкой справляется отлично в целом, как и фронтальный модуль. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, и кто скажет, да, что 90-е не возвращаются? Vivo молодец. 4К 60 FPS и X10 максимум. Стаб вообще шикарный. Съемка против солнца, туда смотреть нереально. Мне нравится, как снимает. Ощущение, как будто X80 Pro используешь. Пример фронталки с направленным микрофоном, к слову. Очень странно реализовано управление. Вот сейчас самый злой тест, смотрю и снимаю против солнца. И в целом, учитывая, что снимаю с одной руки в 4К 60 FPS, смартфон показывает себя очень достойно. Смотрим, как работает увеличение максимум аж X10, хотя мыло мыльное, но все равно попытка, как говорится, засчитана. И обратно также плавненько X1. Ультра стабилизация в телевике, и съемка идет по мне также довольно неплохо. Фронталка 1080p, переход, желтый свет и, ну, это вам не iPhone. 4К 60 FPS, оптостаб, ультрастаб и вообще все возможные плюшки для того, чтобы вам было комфортно снимать. И они здесь реализованы прямо пух. 3К 60 FPS, парк. Там кричат дети. Вот сейчас я включу шумодав для микрофона и отключаю его. Нет, отключить его нельзя, кстати. Вот. Получается X10 тоже мыло. Но в целом, я думаю, ясно. Сейчас уходит на X1, что съемка прям цвет, блеск, красота. Это я несу смартфон в одной руке. И притом он такой прилично трясется.
1080p 30 fps, пример фронталки Vivo X80. Сегодня я выгружу обзор на Xiaomi Mi Band 7 Pro. И сегодня доделаю обзор все-таки на Xiaomi S12s Ultra. Так что смотрим. Вот так отрабатывает фронталка. Фронталка отрабатывает отлично, даже относительно против солнца. То есть вы видите облака, меня пусть видите вы не особо хорошо. И из интересного, распродажи в августе, как будет, понятия не имею, все зависит от курса. Курс вроде бы как-то встал. Как работают микрофоны в парке, как все остальное снимается в этом смартфоне. Ощущение, как будто у меня X80 Pro, только дешевле. Вот серьезно, до такой степени Ctrl-C, Ctrl-V по съемке, видео, фото возможностям. Отличия есть, но они прям минимальны. Если касается камеры, то я считаю, что считаете-то и нет. Вот вам мини-экскурс в мир Vivo. Очень красиво снимает. Хотя с автофокусом, ну, не все так хорошо, как хотелось бы. С другой стороны, его надо чуть-чуть обучать. Все-таки объект один больше. Непонятно, какой вы хотите снимать, правильно? Тот, что ближе, или тот, что дальше. Пока в целом все. Ну, пальцем не помогаю. В каком случае он переключится? Переключился и передумал. Ладно. Стандартный пример съемки в лифте, если вы вдруг захотите себя снимать для того, чтобы что-то кому-то рассказать, либо что-то снимать, что иногда снимают в лифте, то примерно такое качество у вас будет. 1080p 30 fps у фронталки, и я бы сказал, что она хороша. Хороша, хотя слабовато для флагмана, но опять же это субфлагман. Немного фронталки с темными очками, еще и против солнца. Почему? Потому что обычно смартфон, как и фотик, идет автофокус по глазам. Но не всегда, и, во-первых, во-вторых, все это, разумеется, каким-то образом допиливается в цифровом виде. То есть, проще говоря, по идее, он меня должен держать в фокусе. Сейчас я вижу, что вроде бы я в фокусе, но не факт. Нужно будет пересматривать на большом экране. Ну, хорошо снимает, хорошо. Облаков, к слову, нет, поэтому он их не рисует. 4К 60 FPS, X2, а-ля телевик. И вот так с двух рук вы сможете снимать в Ленобласти уточек. Если захотите, конечно. Вот так против света. Ультраширик включается только на 1080p 30 fps. И вот так он будет снимать. По поводу автофокуса, я думаю, все вопросы отпадут, когда я сделаю вот так. Раз. Два. Три. Елочка горит, да? Вот такая вот история. Хорошо снимает, но разрешение, конечно, маленькое. Под смарта и планшета, можно сказать, под экранчики. Еще немного лютой съемки прям под солнце, против солнца, вот так. Если встать и солнце будет светить на вас, он будет снимать. Фронталка. Шумодав не активирован. По мне работает неплохо. Немного фронталочки. Еще роллинг шаттера я не вижу. А вот что будет, если вы решите на основную камеру записывать, как будто это фронталка. И, наверное, то же самое происходит, когда вы записываете на фронталку в 4К 60 fps на какие-то флагманы от Samsung или от Яблока. Делаю такой тест только для того, чтобы вы понимали, что иногда и кому-то основная камера не менее важна, чем фронталка, а фронталка не менее, чем основная. То есть хорошо, когда вот такое качество, правда? И да, в этом случае необходим какой-то скилл. То есть нужно сначала снять, понять, на каком уровне держать телефон, если он, допустим, перевернут в одну или другую сторону, и потом уже на основную камеру снимать. Повторяюсь, лучше всего для этого купить какой-нибудь бэушный стабилизатор, их там море, начиная от FlyDG и заканчивая, ну, что угодно, и с него снимать. На крайний случай, если, опять же, вы будете на основную, так как на фронталку снимать, то у вас будет возможность просто селфи-палку купить, и фактически стабилизаторы таких более-менее серьезных смартфонов
у основной камеры вывозят. Можно и без палки. Но это менее удобно. В руке держать не особо радость. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, нет беспроводной зарядки и небольшой даунскейл для основного ширика. Опять же, кому-то может быть будет важно. Камера реально чуть-чуть, но хуже, чем X80 Pro. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Опять же, для субфлагмана, я считаю, она прям отличная. Потому что то, что вы имеете в итоге, это прям вау. Опять же, для тех, кто понимает, что такое Vivo для китайского рынка. Себе плохого они не делают. Ну, исключая процессор. Процессор все-таки Mediatek, его тоже к минусам отнесу. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Первое. Вы должны помнить, что это не флагман, а субфлагман. Да, на него супер приятная цена, но здесь нет защиты от влаги. Здесь нет каких-то фишек, которые есть у флагмана. Я их все перечислял и в минусах тоже. Из плюсов, разумеется, это то, что он обалденно выглядит, он обалденно снимает, но снимает он чуть-чуть хуже, чем X80 Pro, вы должны понимать. По стабильности он хуже, потому что это Dimensity, и я никогда не топлю за этот процессор. Если в 8100 Max, допустим, OnePlus Race Edition, обзор на который есть уже на канале, и в Твиче вы видели, как я его гонял, и X80, к слову, тоже, было все максимально стабильно. С 9 серии этого процессора, я считаю, пока они не домудрили, не допилили, и то, что вы получите в руках, в конце концов, среди концов, даже 8К не может снимать, а это такой прям супер крутой субфлагман. Можно сказать, что внешне-то вот флагман и фишки почти все те же, но не совсем. Если брать по основному ширику, вы уже прекрасно поняли, что в F1.6 это не то же самое, что F1.8. И к сожалению или к счастью, это другой девайс. Хотя X80 Pro выглядит так же, X80 все-таки проще. Притом значительно, потому что в моем понимании флагман-защита от влаги равно. То есть если мы получаем IP68, что есть в X80 Pro, обзор на который тоже, разумеется, на канале, мы получаем флагман. Это аналог OnePlus 10 Pro, который, к слову, тоже флагман у OnePlus, а это не флагман, это субфлагман. Это аналог Oppo Find X5, не версии Pro, и аналог, наверное, чего-то из разряда Vivo Neo 6. Обзоры всего, что я перечислил, есть на канале с примерами видео и фото. Эта штука снимает классно. С этой штукой приятно работать. Насколько она для вас будет хороша, я не знаю, потому что если вы планируете в Твиче стримить, что делает очень мало людей, во всяком случае, используя Android смартфоны в играх, то это одна история. Я его не советую. Если вы планируете фотографии, если вы планируете звонить, если вы планируете радоваться от экрана, это ваш выбор. Поэтому девайсу да или нет, не забывайте подписываться на канал. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное вам спасибо, вы помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья!